не сегодня, а сейчас 7 утра. Я готовлюсь, в 7:30 выеду. И в 7:45 надо быть около лодки. И мы поедем сегодня на рыбалку на лодке. Это Гожа, Корриентес. Гожа — это поселок, городок, в котором и остановились. Вот такой отельчик. И даже не отельчик, это просто, ну, как бы сдают такие номера. Здесь Кабанес у нас называется. Так, не лезь в мою дверь, собака. Ветер сильный, не знаю. Сможем, не сможем, надо сейчас у них спрашивать на рыбалку. Пока они ничего не писали насчет отмены рыбалки. В 7:45 мы должны встретиться около лодки. Сейчас 7 часов утра. 3 кофе. Готов, в принципе. Скоро поеду. И ехать на рыбалку на целый день на лодке. В Парану реку. То мы были в Уругвае, это река Парана. И провинция Корриентес. Вот, а потом еще хочу попробовать рыбалку прямо здесь. Чем вам не рыбалка? Смотрите, вот я здесь живу, а внизу вот река. То есть, кажется, взял удочку, спустился, можешь кофе пить и закинуть. В всяком случае, ничего не мешает попробовать. А там жизнь покажет, ловится или нет. Сегодня прогноз дает немного этого самого. Вроде как и тепло, но с другой стороны ветер дает 50% возможности дождя. Но пока вроде не вижу на небе дождя. Но ветер был сильный ночью, все шуровало, к вечеру было как-то успокоилось вчера. Но закат был красный, очень красный закат вчера, полнолуние. Значит, на красный закат это 100% ветер здоровый. Вот. Я вчера прямо смотрел этот закат и тоже думаю, ох, и ветрено нам будет. Ну и плюс, если не будет клевать, то вы знаете, да, в полнолуние не клюет. Так что вчера я уже не стал снимать, но вчера было полнолуние. Поверьте, нас нет, посмотрите по календарю. Так что если у меня ничего не клюнет, это все виноваты полнолуние, это не я. Поняли, да? Итак, ребята, я уже около лодок. Вот на одной из этих, не знаю точно на какой, мы тут должны поплыть. Наверное, вот на этом тракере, бо я вижу, там вещи валяются в этом тракере. Так, смотрите, вроде бы может капать дождик, может не капать. Такая речка, тут такие есть кабани. Мне вчера они не очень понравились, скажем честно, потому что если тут много народу, тогда да. То есть, в принципе, если много народу, то потому что оно там до 12 человек вмещает, то тогда может и выгодно. Если одному платить за 12, невыгодно. Вот. Значит, нас ждем, Иван должен подъехать. Я уже собрался, уже приехал немножко раньше. И поедем потом рыбачить этими лодками. Sí. Soy Iván, esa Mila, Mila, Iván, León. Iván, León y Mila. Muy bien, Tulio. Bueno, ahí vamos, pensamos. Итак, начинается наша рыбалка. Мы вот такие. Это наш проводник. Тулио зовут. Вот, это речушка, но это еще не Парана. Это, оказывается, залив типа Параны, или затока какая-то. А там остров, а там Парана. Мы должны по префектуре проехаться, а потом поедем туда. Вот так. Смотри, какой хороший маффин. Да, красиво. А что, у него ручки нету такой своей? Este río, pequeño río, se llama Riacho Goya. Riacho es un río pequeño. Comienza en el Paraná, vuelve a salir al Paraná. Так, и это мы уже зашли в Парану. Мы вышли, вот видите, уже корабли здоровые идут, там впереди молния мигнула. Вот Парана какая широченная. То есть здесь попробуем. Son peces muy Ой, активos, mira. antiguos, Y activos. casi prehistóricos. Uf. ¿En serio? Tienes escamas. Ага, nunca lo vi esto. Sí. Como líneas normales, como... Para. Ahí. Son muy antiguos y hay varias clases. Ajá. Este es uno, ahí hay otro. ¿Cáscara dijiste? Cáscara. Ajá. Diferentes tipos. A ver. Nunca lo vi esto. Esto es diferente, este es diferente. Sí. Es más. La cabeza es diferente, es más plano, más chico. Este es más grande. Y el color es diferente también, es distinto. Sí.
Parecen iguales, pero son diferentes. Смотрите, ловить будем на таких рыбах чуть ли не исторических. Даже я таких и не видел никогда. Это будет наша наживка. Что ж тогда на них ловится, жизнь покажет, да? Если такая наживка, ее на сковородку пожарить можно, такую nаживку. No, también estoy filmando por ruso para explicar qué es esto. Ups. Porque gentes ahí de otros países, ni yo no vi esto. Y estos son... Aquí hay uno. Ajá. Esta es otra. Esta es la mejor carnada. ¿Y esto cómo se llama? Esto es morena. Ah, morena. Morena. Hay así, hay así. Sí, sí, lo vi grandes morenas, pero no tan chiquitas. Voy. Ahora vamos a ver cómo se encarnar esta. Tienes dos formas. ¿En serio? Dos formas. Ajá. Una, aquí. La mitad, Ajá. en la mitad de atrás. 1, 2, 3, 4. Suficiente. Eso es todo. Mira vos, nunca lo vi esto. Y tiene mucha resistencia, es muy fuerte. Ajá. La piel es muy fuerte y eso es lo que necesito. No, aquí no tengo órganos importantes, Ujú. solo Sí, musculatura. Entonces vive mucho. Mira vos, no lastima tanto. Ahora sí, Ahora sí. Ahora sí, es único pescador que pesca. Otra vez. Dale, sácale algo. Ya nosotros estamos así atrasados. ¿Por qué pica solo a vos? Si no sabes pescar. Pero está picando solo la caña de él, nada más. Ya segunda vez. caña, de drill. La segunda vez. A ver quién aparece. ¿Quién aparece? ¿Quién va ahí? Porque Si todavía no lo sabemos quién va. con Mila. Ну так что-то. О, ай, Альф, ай. Mira que bagre. Mira que hermoso bagre. Bagre blanco. Un bagre blanco, pero... Solo blanco o bagre bagre blanco. ¿Lo sacamos Sí, al bote? creo que es bagre blanco. ¡Felicitaciones! Este es pescador, mira. Mira que bagre. Bastante grande, sí. Linda medida, Lindo. Sí, a ver, ahora sacamos todas las fotos, mira. A ver. No, de otro lado, солнце с той стороны, смотри, на тебя, ¿viste? Папа, дай я тебе сфоткаю. Давай, сейчас. А ну, о, muy lindo. С той стороны Мила, где он сидит. Ajá, С той стороны. da. ¿Dónde? ¿Cómo se agarra? ¿Cómo se agarra, padre? Aquí tiene un hueso, un espacio en el hueso. Ajá, Metes el dedo ahí y le aprietas esta espina, ajá. entonces ya no te pincha. Sí, no porque es peligroso. más chiquito, pero una vez me pinchó que tenía que cortar con pinza, pinche. Bueno, esta es la forma de... Si yo lo agarro de acá, se da vuelta y me clava en los dos lados. ¿Vamos al agua? Yujú, bye bye. Ahí está. A ver, morena, ¿cómo se encarna? Ajá, sí. Ahí queda. De la mitad para este lado, sin atravesar la columna. Пока поймали, Иван поймал одного этого самого сомика белого, и еще пару раз у нас украло наживку. Но думаем, что то пираньи. Сейчас переехали на одно место, только заканчиваем забрасываться, и которые 7 метров глубина здесь под нами, хоть и рядышком с берегом, но 7 метров глубина. Потому что очень большой ветер, и пока до обеда будет увеличиваться, и на середину мы выйти не можем из-за этого, что там волны, ветер и все такое. Так что мы ищем такие закоулки, загогулины, но с глубиной хорошей. Посмотрим, что здесь. Забросили на наживку живую. Вот, на морену, на еще какие-то там твари морские, речные. Можно отрезать, что ли? Ну, отрезай, если хочешь. Мама, дам ему сейчас. Ну да. Ага.
Я просто хочу обычную сделать. Давай, сделай обычную. A friend of mine, he's Russian, actually, he knows. That's right. That's right. It's like international trip. So Ahí tenemos. Oh, qué lindo. Ahora, Qué lindo comida tenemos acá. ¿me las mandas? Так, наш обед такой вот. Крутенько, да? Вкусно? Вот такой мясо. Ай, otra pesca divertida. Солю, смотри, чтобы не перепутал. С этого. Ты подсекал бы уже, он же тянул. Bueno, ahí recién estaba corriendo la caña de él con carnada viva, pero parece después tranquilizó. Ahí está, mira. ¿No? Déjalo ahí. Так, мы вышли на середину реки, смотрите, какие тут волны, все. И начинаем заниматься троллингом, то есть тасканием этого самого пластиковых рыбок за собой. Вот. Отпустили их, я вставил в этот, товарищ держит в руках и троллингуем. Пробуем, может кого зацепим. Но пока что тут, по-моему, никакого результата ни от троллинга, ни от чего нету. Но жизнь покажет. Тучи, волны, троллинг. Это называется речка Парана. С одной стороны у нас провинция Санта-Фе, с другой стороны провинция Корриентес. Эта речка как раз между провинциями разными. Вот. Тягаем лодкой. Своих этих. Хотим зацепить кого-нибудь из хищников, но что-то у меня сомнения бьют, что они тут прицепятся. Но ничего. Так, я на рыбалке. Мы их просто одной рукой берем, да? А эти, да? Да, этих. Зато у меня модные тапочки. Ну и что же не клюет? Зато мы все равно наслаждаемся рыбалкой. Вот птицы кружляют, наверное, они больше наловили, чем мы, эти птицы. Yo voy a cruzar acá en el medio. Ага. Tenemos que Palo Santo. Ahí es este lugar. Ahí Ага. vas a ver Bueno. Mira qué lugarcito tenemos acá. Vamos a hacer un poco de campamento. Mira qué ola tenemos acá también. это больше, даже большого. Попробовать. Complicado el río. Sí, está complicado, muy complicado. Y por la pesca más que nada, porque esto hace que la pesca no sea buena. Claro. Самая дикая река. Итак, мы высадились на острове. И
будем делать костер, будем готовить кушать по-аргентински. Ты входишь в сервис, как бы это проводник будет делать костер, сервис, кушать. Вот такие рыбалки аргентинские. Больше кушаешь, чем это самое. Уже перекус был, теперь будет покушание. И еще нас волнует вот та туча, которые там были, эти самые, как их, молнии, и были гром. Так что вот, будет готовить нам стол, а я пойду с лодки заброшу что-нибудь, какую-то удочку. Хочу все-таки поймать сегодня что-нибудь. Uf, mira, ya tenemos mesita, todo. ¿Cómo se hace fuego? Acá tengo carbón. ¿Cómo carbón? ¿Esto carbón? Tela, sí. Eso es, ahora te muestro. ¿No ves lo que quieres ver? No, bien. Esto es tela, después te enseño cómo se hace. Carbón. Esto para hacer saltar una chispa sobre esto. Y voy a aprovechar la luz del sol ahora, que tenemos lindo sol. Con una lupa. ¿Es peligroso? No. Una lupa. ¿Tenemos buen sol? Vamos a ver. Buscamos el centro. Buscamos el centro. No, no sé aprender. Sí, ya hace. Ahí está. Ya tengo carbón. Ya tengo. ¡Ay! Ya tengo prendido. Tengo prendido esto. Y ahora preparé un poco de paja. Ahí. Magia. No puede ser. Y ahí tengo fuego. Sin fósforo. Bueno, entonces me falta tela de carbón. ¿Tela de carbón? Carbón de tela, porque anteojos yo tengo. Exactamente. Ya la mitad tengo, anteojos ya Ahí tengo. estamos con eso. Tenemos Porque yo sé cómo cargar batería con batería solar, cómo Ahí está. cargar, pero cómo prender con anteojos. Mira, así nomás, mirando con anteojos. Sí. Ahí. Qué lindo. Con los papeles. Después мы explicaем. Одуреть, этого не знал. Только что нам показали, как зажечь костер с помощью какого-то материала, типа угольного, и очков. Я на испанском тут снимал, но в принципе я вам немного расскажу. Он взял очки и через очки навел солнечную эту. Он сказал, потом скажет, как этот материал делается. От солнца лучик навел на вот этот материал, который он в баночке имеет. Вон, видите, этот материал, он потом скажет, как это приготовить. Потом приготовил немножко стружки, то все, бросил это туда, раздул и все, костер готов. То есть спичек не использовал. Я шучу, говорю, очки у меня есть, осталось только этот материал приготовить. Обещал рассказать потом, как это готовится. Все, вот так вот на острове делается с помощью очков огонь. А дрова наш этот ломает, между деревьями засовывает большую дровяняку, нажимает вон и ломает на куски. Так что это вообще профессионал выживания. А Мила меня тут фоткает, делает из меня этих. А он... Делаю из тебя модель. Да, модель из меня делает около костра. Говорит, сядь поближе к костру. Я говорю, да, чтобы штаны сгорели. Хотел порыбачить с лодки, но куча засепа. Уже одну что-то перегрызла линию, одну зацепили. Видно, здесь много деревьев валяющихся. Будем спиннингом пробовать. Ну, бросил пока эту идею дурную с лодки рыбачить с этой. Я имею в виду здесь бросать. Здесь куча зацепов, вон внизу видно. Такой даже рельеф, видите. Человек готовит нам уже кусок мяса с колбасками. Это называется обед на рыбалке. Вау! О, que lindo!
Linda parrilla para levantar. Tenemos un matambre, Sí. salchicha parrillera a las brasas y costilla asado a las llamas. Uf, hermoso. Смотрите, как в Аргентине по-настоящему готовится обед рыбака. Да, Мила? Это обед рыбака мы готовим. Ну, не мы готовим, то есть нам Смотри, готовят. где готовится. Да, вот. И еще и Limón. лимонный сок. А мне нужно лимон. Поливает лимонным соком это все. Вон там на таких палочках. Кстати, Покажи, интересная где мы идея. готовим. Ну где? На костре видно, где мы готовим. Вот. Сейчас так вот отойду, покажем, где мы готовим. Вот так мы готовим. Вон там стол готовится у нас для обеда. Мила, чтобы видеть, какую здоровую рыбу мы вытаскиваем с собой. Бинокль привезла, чтобы видеть, а то она без бинокля его не может Я увидеть. что-то не стоял, чтобы птиц смотреть. Да, я думал, ты чтобы рыбу. Все, тут вон там костер, здесь остров. Это Санта-Фе. Ну, мы сейчас уже на стороне Санта-Фе находимся. Ну, провинция Санта-Фе. То есть это еще Аргентина. Вон там наша лодка стоит, причалили на другой стороне. А сзади там за островом там Корриентес. Вот. Вроде бы туча ушла, рассосалась, которая мигала, гром гремел. Мы думали, что испортит нам рыбалку, но такую рыбалку нам этим не испортишь. У нас, кстати, тут уже я показывал, мы там кое-какой перекус сбацали. Еще у нас куча есть всякой, ну это все входит в этот самый, куча напитков с собой есть. Еще всякие штучки. Тут живцы, там живцы. Может, я что-то не допоказал. То есть, вот, смотрите. Вон. Морены, потом эти. В общем, тут такие змееголовые живцы. А здесь такие с бронзы. Вон. Вот морена красная. Там еще какие-то бронетозавры. В общем, это все такие тут живцы. Вот такие живцы. Это не на жареху, это живец. Вот, ну пока еще ничего не поймали. Вот такие тут применяются блесны размером, видите, вот, ну эти рыбки пластиковые всякие. Мы тоже на них пытались, пока не поймали. Вон у Ивана тут куча. Еще у нас в распоряжении термос с пивом. Вон, вот это все пиво, сколько хочешь тут его пить. И вода, и всякие кока-колы там и все такое. То есть, чтобы мы тут с голоду не померли на рыбалке. Это все входит в эту цену рыбалки. Правда, единственная рыба что-то сюда не сильно входит. Кстати, это у меня там не поклевывает, да, нет, вроде. Одни зацепы. Ну, мы сейчас поедим и поедем блесны бросать между корягами. Вон туда, на самый угол. Там много таких лесов заваленных коряг. Попробуем там поблеснить. Eso sí, pero ahora no le podemos poner, pues ya está en la medida que se necesita. ¿Después? Después sí. Después cuando terminamos de cocinar, hacemos un alto. Aquí venimos con esto. Qué bueno. Así. Caliente, muy caliente. Entonces, lo tenemos ahí y vamos para abajo. Ay. Oh.
Ahí. Y ahora este. Хотел принести. Ahora este. Espectacular. Bueno, mi hermano. Bueno, voy a traer unas salchichas. Es como descansar es. Mire. Bueno. Estoy filmando todo. Bien. Ahora sí. A comer. Ah, los vasos están aquí. Маленькое дикое животное. Ahí viene. Мира, Мила, ты напугала других животных, вон посмотри. Целое стадо маленьких вообще боится теперь идти сюда. Postre. Sí, señor. Para el postre. Ой, yo no sabía de postre, ya llené todo. Con esto. Lo tiramos porque eso es biodegradable. Ah, es. Vaca no come esto. Vaca no come vaca, no es carnívora. Здесь на островах пасутся коровы, и сюда специально перевозят корабликами, вот, баржами специальными для животных. И отпускают, потому что, ну, нам рассказывали, здесь есть трава какая-то сладкая, которая очень хорошо на мясо работает, для мяса. Вот эта вот трава, не знаю, как она тут называется правильно, вот. Из-за этой травы перевозят, их тут выпускают, никуда они не денутся. Остров есть остров. У них там на ушах всякие метки прибитые, чьи-то коровы. И вот они тут бродят, вон. Вон пришла воды попить одна, там другие где-то забежали в лес. Они тут полуодичавшие такие, знаете, вон, смотрите, несется. Сейчас интересно, кто кого забодает. Она, Ивана или Иван корову. Иван, она тебя боится. Тут только что было еще стадо, вон оно прячется, там он в кустах какая-то черная на нас смотрит. Вон это. Она тебя сейчас забодает. Она за тобой гонится. Да-да, смотри. А вон черная вторая смотрит тоже на вас. Сейчас будет это, коррида на природе. Так, это номер какой? Попила воды и уходит. Да не хочет она твоей сухой травы, а у нее свеженькая есть. Вон там черная еще прячется. Вон они в кучку поприбегали. Там еще одна прячется. То есть тут, видите, есть дикие животные, одичавшие коровы. Все тут на месте. На этих островах можно кого хочешь поймать. А у нас еще будет постры. Так, вон там они уже что-то пострятся. Ustedes cuando llegaron a la ciudad había una rotonda. Вкусненько? Una virgen grande, ¿no? Bueno, ahí justo ahí en esa rotonda hay un Вот. comedor que se llama Eusebio. ¿Cómo se llama?
Ладно, так, лайк, кто увидит здесь крокодила. Потому что, правда, крокодил есть. Только надо присмотреться хорошо. Смотрите, вот он лежит, хвост свесил на этом самом, маленький, небольшой. Но здесь есть, наверное, у его папа и мама. Вон он отдыхает на этом самом, на дереве. Так что, кто увидел, видео 4К снимается. Лайк Леониду за то, что он снимает вам таких крокодилов здесь. Сейчас могу его зацепить, даже с Энюэлем каким-нибудь. Вытянуть, вон мы приготовимся для троллинга. Он там отдыхает. Наверняка тут еще его родственники живут. Он тут вряд ли сам, он тут с семейкой. Вон здоровый крокодил валяется. Так что тут, Иван, ты хочешь до сих пор еще с берега рыбачить? Да. Вот там около него стать, а не заметить, да, чтобы он за ногу цапнул и утащил между эти колоды. Otra especie. ¿Todo diferente? Sí, sí, es diferente esto. Hay otro chacaré más. No, no. No porque mucho. А esta otra tenía. ¿Большой? Ага. Voy o no puedo. Hermosa imagen. Así. Ладно, ребятки, поклевок не было, но зато я вам покажу красивые места. Красивые закаты в Аргентине, смотрите. И виновато всему полный месяц. Я вам рассказывал, не верите, вон, смотрите, полный месяц. Вон под деревом видно кругляк. А это вот когда полный месяц, рыба вообще не клюет. Я знал это, но куда ж деваться. Не будем же мы еще 15 дней здесь сидеть, чтобы знать, когда месяц станет неполный. Так что вот он, под этой веткой видно. Смотрите. Мы тут снова закинулись. Другие уже уплывают. Солнце будет скоро садиться. Вот такие здесь закатики. Мы еще на реке. Последние, как говорят, потуги поймать что-нибудь здоровое. Привязались до какой-то этой, он до какой-то ветки. И пытаемся что-нибудь поймать. Смотри, у этой что-то село. Para allá, ¿no? O para allá. Надеюсь, что это не пираньи съедает все. Ну, в общем, скоро станет темно. Сколько осталось? Пальцами надо мерить. Скажу так, до заката осталось 15 минут. Знаете, да, как пальцами мерить? Берете от горизонта, смотрите один палец 15 минут. Это я не это показываю, это я так вот. Типа полчасика между солнцем и горизонтом. Вот. Вот все. Не думаю, что сейчас прямо может в последний момент что-то клюнуть, но надеемся. Еще 3 удочки в воде. Так, наверное, это будет первый и последний рыболов на сегодняшнего дня. Он первый поймал, и сейчас у него клюет. Вот уже ждет с довольной, как говорят, миной. Уже все на закате. Смотрите, какой кадр. Дергало. Обычный привычный кадр. Классный, ты не видишь просто в камеру, какой классный кадр. Ты меня будешь еще просить покупать эти кадры. Иван, там, ну да, конечно, а то оно услышит и перестанет убежать. Тут знаешь как, там закат, тут ты такой синий с удочкой в красной шапочке. Да ты что, тут, да, блин, таких кадров вообще в ютубе почти нету. Причем не постановочные. Да, и тем более натуральные. И сейчас, если даже оно и клевало, если бы ты еще сейчас подсек что-то, вообще было бы просто прелесть. Algo así. Там вот такой вот крючок, там что подсекать. Там если клюет, то кто-то такой его клюет прямо. Ну да, оно должно как-то там вот заглотнуть такого крючка. Это какой хавальник должен быть у этой рыбы. Ладно, ждем дальше. Положим тут. Съели, вот или что-то.
Свай, сваш. Sí, ya estamos casi para volver. Sí. Пап, ну ты убрал леску, она сорвалась. Итак, все, он там корабль здоровый выплыл. Солнце садится уже, все, спряталось. Мы хотя бы утки успели достать, так что на такой волне, на такой веселой ноте мы сегодня заканчиваем наш репортаж с такой крутой рыбалки. Все, всем пока, лайки вверх, вниз, куда хотите. Даже дохлый дорадо не Да, даже до дорадо и того, блин, сегодня по саку не поймали. Надо было того брать с собой, на все случаи жизни. Да хоть здесь забросить его еще раз, потягать. Надо было того привезти, которого мы под сакой поймали. Так, чего мы сегодня только не пробовали. Уже темно, эта камера еще передает хороший максимум. Но, в общем, и троллингом занимались, и спиннингом, и байтом, и чем попало. И всем, и ничего. Сейчас домой. Уже темно.